Жирона или Герона, кому как нравится, по-каталонски и по-испански. Этот город, в котором большинство жителей Испании хотят жить. Откуда я это знаю? Провели соцопрос, и они сказали, что лучшее место для проживания в Испании – это Жирона. Вы удивлены, а я нет. Давайте погуляем по этому городу, посмотрим, какие красоты, какие неожиданности он нам откроет. Это будет прогулка не только по старому городу и по новому, там, где живут обычные испанцы, туристы, ну и, конечно же, окупасы. И начинаем мы наше путешествие по Жироне с площади Независимости. И это не просто площадь Независимости, это место, где город живет. Вот я сейчас покружусь, и вы посмотрите, что вокруг площади дома, и эти дома на первых этажах кафе, 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 кафе. Люди приходят сюда отдыхать, а не, как в большинстве постсоветских, наверное, стран, площадь Независимости, некое пафосное место, где нет жизни. Здесь жизнь есть. И что вообще за независимость? От кого независимость Жироны? Это памятник, посвященный борьбе с французами, когда каталонцы и испанцы в начале 19 века победили французов. Да, отсюда начинается наше путешествие. И вот смотрите, буквально с площади мы повернули и выходим с вами в Понт де Сант-Агусти, 1973 года мост. И смотрите, что у нас открывается. Видите? Это очень похоже на Венецию, согласитесь. Вот такие дома на набережной, да, даже не на набережной, просто дома на воде, которые стоят, и очень красиво. Особенно вот этот дом белый, да, смотрите, белый с синим. И они так налеплены друг на друга, а над ними возвышается очень крутая достопримечательность всей Испании. О ней мы поговорим с вами попозже. Параллельно реке идут очень красивые улочки с шикарными зелеными деревьями. Просто тихие, спокойные улицы, где мало машин, но много пешеходов. Представляю, сколько людей здесь летом, пик туристического сезона. А зимой, я уже повторюсь, я во всех это видео, где гуляем зимой, говорю, что зима – это отличное время для прогулки по Европе. Да, мы подошли еще к одной достопримечательности. Этот мост не просто мост, это мост, который создал Эйфель. Да-да-да, тот самый Эйфель, который создал Эйфелеву башню. Вот такой красный, покрашен в красный цвет. Туристы тоже тут гуляют. Честно говоря, по своим, вон, видите, написано Эйфель. Уток соревнования, кто быстрее добежит с одного берега на другой, добежит, доплывет. Ха-ха. На самом деле, их, знаете что? Их кормит, он там, дама с балкона, не только дама, там уже и парень появился. Он им кидает хлеб. И смотрите, они летят, гляньте. Они за всех окрестностях мчатся сюда, чтобы похавать. О, самая быстрая схватила кусок и не отдает никому. Честно говоря, по своим эстетическим свойствам мост как мост. Вот. Ну, просто то, что к нему имеет отношение Эйфель, тот самый, который, да, как я уже сказал, построил башню. Но что интересно, на самом деле не просто так. Вот с той стороны мы с вами зашли как бы с переулка, а вот сейчас мы идем сквозь дом. Да, его вмонтировали, встроили в дом. Здесь даже есть такая табличка, которая описывает, видимо, 1877 год, дата строительства моста. Спускаемся в арку, сразу прохладно становится. И, друзья, мы попадаем в старый город, старая Жирона. Вот такой бульвар. Бульвар. Эти старые стены, знаете, прям такой дух, молодежь сказала бы, вайб старости. Ой,
Нормально я сказал, вайб старости? Нет. Настроение истории. Вот, наверное, так можно описать. Это состояние, блин, мурашки пошли по коже. Ну, круто. Смотрите. Очень отличается от Барселоны. Да, это Каталония. Город отличается от Барселоны. Ну, во-первых, конечно же, он отличается количеством людей. Конечно же. Во-вторых, ну, здесь спокойно и здесь безопасно. Вот я днем себя чувствую абсолютно. Но нет такого, что там тебе в кармашек залезут или что-нибудь из рук выдернут. В особой степени это связано с малым количеством арабов здесь. По крайней мере, ну, намного плотность меньше, чем в Барселоне. Ну давайте, ладно, чтобы про арабов. Давайте погуляем дальше. Так, тут улица тоже торговая, но будем углубляться дальше. Вот сейчас буквально повернем налево. Налево. И попадем вот в такой переулок. Смотрите, какие балконы. Фонарь старый. О, гляньте, какой арочный проход, я не знаю, тоннель. Нет, не тоннель, неправильно, не могу подобрать слово. Но очень круто. Очень круто. А еще гляньте, бомжи взяли, собрали свои одеяла, на чем они спят, укрыли картонкой. Все, чики-пуки, типа порядок. Джон Кейк. Кафешечка с жизнерадостным продавцом. Да, как будто в каких-то крепостях ты идешь, в какой-то крепости, и сейчас выскочит на лошади рыцарь в амуниции. Но выскакивает не рыцарь, а туристы, местные жители, которые зашли покушать и попить. Да, вот смотрите, вот идешь, потом поворачиваешь, вот такой вот маленький переулочек. Но мы туда не пойдем. Я тут заприметил другой переулок. Мы сейчас быстренько повернем в него. Вот переулок, про который я вам говорил. Зайдем, посмотрим, что откроется. Открывается по левой стороне винные бутики. Итальяно, ой, испаньяло. Такой дворик. Здорово. Смотрите, на доме фармация, на аптеке какие? Скажите, как это называется? Боже, у меня от красот все слова повылетали. Все, которые знал, и те, которые не знал, тоже не появились. Друзья, вы знали, что Жирона была площадкой, съемочной площадкой для 6-го сезона «Игры престолов». Давайте погуляем еще по городу, посмотрим, где снимались эти серии. Я уверен, вам будет это очень интересно. И, кстати, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, делитесь с друзьями. Путешествуем дальше. Интересно, тут какая-то база велосипедистов. Откуда этих спортсменов здесь столько много? Или просто им нравится антураж, по которому ездят они. О, смотрите, улица Де ла Корт-Реал. Смотрите, как красиво. О, как будто какое-то соревнование какие-то проводятся. Я в восторге. Я в восторге от Жироны, от старого города. Классично.
А вы знали, что в Каталонии есть два вида флага? Официальный и неофициальный. Вы скажете: Сергей, в чем различие? Давай нам не пудри мозги. Я вам сейчас расскажу, в чем различие официального каталонского флага от неофициального. Первый вариант — это эстелада, неофициальный флаг, синий или красной звездой в треугольник. Вот видите, это символ независимости и популярен среди сепаратистов. А синяя версия флага этого, она наиболее распространена на протест. Также есть каталонский флаг официальный, называется сеньера, и состоит из 4 красных горизонтальных полос на желтом фоне. Видите? Почти во всех европейских и не только европейских городах мы сталкиваемся с тем, что на их историю, на развитие очень сильное влияние оказала еврейская община. И Жирона здесь не исключение. Тот старый район Жироны, центральный район Жироны, еще называется Эль-Каль. Это еврейский район. И мы сейчас погуляем немного по этому району и расскажу, что интересного есть в нем. Интересного в нем. Только в него зашел, сразу тут пахнет травкой, муравкой, чего не было замечено в других районах. Вот, собственно, мы с вами в нем. И я вам скажу, он ничем не отличается от нееврейского района. Также уютно, также классно, кайфово. Вот такое ощущение, ну, вообще вот европейские и испанские города — это города для людей, для их комфорта. Это почему я так думаю? Потому что много-много кафе, и люди отдыхают, люди очень комфортно себя чувствуют. В Жироне, если вот так вот представить, что все магазины закрылись, все, именно в центральной части, все кафе закрылись, убрали все эти столики от погружения в ту эпоху, ну, там 17, 16, 18 века, окажешься ровно там. Но, как говорится, фарш нельзя перекрутить в мясо, поэтому Жирона прекрасна и в таком состоянии. Вот смотрите, туристы ушли, и мы бау, и оказались в древности. Встречаем Джебиш Вуд. Что-то связано с евреями. Давайте посмотрим, что это такое. Это музей истории евреев в Жироне. Он, походу, закрыт. А вон девушка сидит. Так, вход, друзья мои, 4 евро. Ну, я не пойду. Вы будете знать, что здесь есть такой музей. О, смотрите, из одного двора выходишь в другой. Во как интересно. Такой запах сырости. Видите? Ну, наверное, практически как было раньше. Сколько лет этому дому? Я думаю, много. Какие ваши предположения, друзья, напишите в комментариях к видео. Да, и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы его увидели как можно больше людей. Я думаю, такая Жирона понравится всем. Спасибо. Гуляем дальше. Вот тут еще одна лавка тоже связана, видимо, с историей евреев в Жироне. Но она закрыта. Меня не отпускал вопрос, почему столько много велосипедистов. Вот, еще один. И там двое зашло. Почему так много велосипедистов в Жироне? Я спросил у Perplexity, и он мне говорит, что 15-18 февраля будет Санта Вал Гравел какой-то, а потом после него Шимано Супер Куб Масси, а потом Дуатло де Жирона. Короче, просто в этот период в Жироне, в феврале, 3 соревнования, связанные с велосипедистами. Поэтому их здесь так много. Мы велосипедисты велосипедистами, а мы гуляем. Голову задираешь, тут красиво. Что здесь такое есть? Тоже какая-то выставка. Я не знаю, что это такое. Это что-то интересное, наверное.
Закрыто. Смотрите. Вот так вот проход. Давайте зайдем туда. Я не знаю, куда мы идем, но куда-то идем. Большая такая длинная лестница. Видимо, там какие-то крепостные стены. Давайте дойдем до верха и узнаем. Чем хорошо путешествие без плана, потому что ты идешь, и вот там открытие какое-то, тут открытие, и такой, там прям восторг не покидает тебя никогда. Ну, это если в интересных местах гуляете, шатает подниматься по лестнице. Голубь, видите, со мной тоже идет. Он прыгает со ступеньки на ступеньку. Решил улететь. Вот такая она, Жирона. Прикольная. Гляньте, что я увидел. Видите? Рука. Там это чтобы стучать. Да? Класс. Улица Сант-Лоренс. Вон откуда поднялся вместе с вами. Почему-то мне напоминает Яффа, да, район Тель-Авива. Какой-то такой есть настроение, ну, старых городов, наверное. О, друзья, для прогулки по Жироне нужно иметь хорошую физическую форму. Ну, либо часто отдыхать. Я выбрал второе. Ну, как выбрал, так получилось. Такой на склоне улиц чайки смеются своим противным ха-ха-ха. Никого нет. Ни людей, ни машин. Кстати, по поводу машин. Здесь настолько узкие улицы старого города, что используются в основном маленькие машинки такого класса Няна. Fiat Punto, может быть. Правильно? Punto же маленький. Короче, маленькие машины здесь очень популярны. Только я сказал про маленькие машины, и кто-то едет. Ой-ой, смотрите, какой прикольный автомобиль. Смотрите. Вот так, парковочка. Да, ап какой-то. Фиатик. И Рено, видимо. Да, это Рено. Гляньте, класс. Маленький такой, старый. Машина машинами. Мы приехали не на машину здесь смотреть, а гулять по Жироне. И вот что мы с вами сейчас увидим. Я это вижу уже сейчас, а вы увидите это за секунду. Камера ап. Видите, что там вдалеке с правой стороны белого цвета? Друзья, это самый большой храм в Жироне, но не только в Жироне. Это вообще-то собор, кафедральный собор Святой Марии. И, наверное, он второй в Испании по размерам. Это место, где снималось, в том числе, 6-й сезон «Игры престолов». Мы, правда, зашли с вами с какой-то стороны боковой, но пойдем, обойдем вокруг. Вообще, это мега инстаграмные места. Честно вам скажу, здесь для тех, кто любит делать фоточки для инсты, самая тема. Вот смотрите, какая лестница. Люди, кстати, уже там фотографировались. Ну, супер. Какой вид, голубое небо. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что видно, как собор выглядит сверху. Да, потом спустимся вниз, и мне кажется, снизу будет мега красиво.
Смотрите, какой кайф. Там, наверное, на крыше какое-то кафе. Главное не упасть. Там мы видим горы каталонские. Сейчас подошла девушка, говорит, где здесь такая улица? Вот кадры показывают мне из «Игры престолов». И говорит, где она? Я говорю, слушайте, ну где-то здесь. Ага, вот она подошла к местному, и местный житель прям сразу и показал. Сейчас. Это где-то внизу. Но «Игра престолов» «Игра престолами». Смотрите, на голубом небе, на фоне гор, а вон там, видите, горы со снегом вдалеке. Мега красиво. Слушайте, меня периодически здесь в Жироне идут мурашки по коже от восхищения тем, что я вижу. Давайте я вам покажу круговую панораму этого места. Вот я как-то был в Узбекистане, в Хиве, и там наряжали местных жителей в исторические костюмы, и они ходили по старому городу. И это настолько было достоверно. Вот если бы сюда еще приходили рыцари на лошадях, мне кажется, это было бы настолько восторг. Просто люди шли бы вот, я даже не представляю. Представляете, в этом антураже на лошадях рыцари в доспехах, а пока только велосипедисты. Рыцари на двух колесах. Какое-то ощущение душевного подъема. И он, видите, он стоит в окружении домов. И как-то и уютно, и торжественно, и грандиозно. Много разных эмоций здесь. Представляете, площадь храма, ну условно, да, какая, 34 на 50. И это пространство, потолок не подпирается никакими колоннами посередине. То есть по периметру стоят колонны, на которых он стоит, и больше нет ничего. Такое в то время могли построить только здесь, в Жироне, 6 веков назад. Чудо! Друзья, я сейчас сделаю поближе. Вот на этом наверху есть флюгер в виде ангела. И у этого ангела повязка на глазах. Знаете, почему повязка на глазах? Это символ безбрежной и глубокой веры. Да. А вот лестница, которая здесь, если самому храму более 600 лет, да, то лестница моложе, ей порядка 200 лет. Пойдем гулять дальше. Кстати, в этом храме есть трон Карла Великого. Он, говорят, правда, на нем не сидел, но был изготовлен для него. Кроме трона, там еще много достопримечательностей. Но так как закрыт для посещения, мы туда зайти не сможем. Будем смотреть то, что нам доступно. Вот смотрите, мы уходим с площади, с небольшой площади перед собором. И видите фигуру легкой смерти. Не просто фигура легкой смерти. Это дева легкой смерти. Так раньше рыцари, которые отправлялись на войны, какие-то военные походы,
Они просили у нее легкой смерти в бою. Только я радовался, что нет туристов, что тихо, спокойно. Тут подъехал автобус с китайскими, наверное, или японскими туристами. Но они пошли к собору, а мы, наоборот, от собора ушли. И вот что мы видим здесь. Мы сейчас с вами пойдем вот сюда. Это церковь Сан-Фелио, которая была построена еще в X столетии. Да? И вот здесь, в этой церкви, точнее с ней, связана очень интересная история. В этой церкви находятся мощи двух главных святых. Святого Феликса, ну, святых Жерона, святого Феликса и святого Наркиса. С Наркисом тут такая история, очень интересная история с Наркисом. Наркиса казнили в Наркиса казнили еще в римские годы, там где-то век IV, наверное. Вот. И потом его мощи хранили здесь. И как-то французский король решил напасть на Жерону, и его войско ворвалось в город. Естественно, они хотели осквернить могилу, что, собственно, и сделали. Они открыли эту могилу, и из могилы вылетели мухи. Эти мухи были настолько злые, что они покусали тех людей, которые скрыли могилу, и выгнали из храма. И с тех пор жители Жероны стали считать этих мух покровителями, защитниками города. Вообще это был, получается, октябрь месяц. С тех пор в конце октября в Жероне отмечают День Святого Наркиса. Вот такая история связана с Жероной. Здесь платный вход, но я поснимаю немного. Очень интересная атмосфера, которая еще, скажем так, поддерживается музыкой. Где-то там мощи Наркиса, которого защитили мухи. Стоимость билета 12 евро. Ну, честно говоря, не знаю, за что тут платить 12 евро. Поэтому выходим на улицу и обойдемся без посещения музея, без оплаты. Тем более я там уже, мне кажется, вот, вам видно было все, что нужно было увидеть. И большего, зайдя по билету, мы не увидим. Сейчас идем дальше в сторону крепостной стены и арабских бань. Они шикарно отреставрированы. Ой, ветер поднялся. И посмотрим, что они себе представляют. Друзья, заходим в арабские бани. 12-13 век. Ага. Так, 3 евро. Что ж, 3 евро так 3 евро. Так, я купил билет в арабские бани за 3 евро. Посмотрим, что нам музей предлагает за эти деньги. Интересно тут, наверное, лестница на осмотр. Давайте сразу туда пойдем, посмотрим, что... Ой, упасть можно легко. Короче, лестница такая для миниатюрных людей. О, как. Получается такой взгляд со стороны на кафедральный собор, на окружение. Угу. Вот сами бани вот здесь. А мы с вами до этого были вот там, видите, высокий шпиль. Это там, где мухи вылетели. Вот под нами, получается, крыши, которые укрывают композицию. В принципе, понятно. Да, давайте спустимся вниз. Уже посмотрим сами бани. Видите, какая лестница крутейшая. Да, вот, собственно, друзья, получается, арабские бани. Это первый
зал. Здесь, в этом зале, люди раздевались. И вот оттуда, сверху, шел свет. Ну, он и сейчас идет, который освещал этот зал. Все в идеальном состоянии. Смотрите, как раньше клали потолки, да, без опор. Но даже 3 метра, получается, камни склеивали настолько качественно, что они не падали вниз. Соответственно, тут мы разделись, ну, условно мы там, люди разделись и пошли уже в зал принимать душ. Нет, скорее всего, душ не принимали. Какой может быть душ в то время? Вот такая получается арабская баня, точнее комплекс с арабской баней, который находится в Жироне. Ну, не знаю, как вы думаете, стоит посещение этого комплекса, точнее музейного комплекса арабских бань 3 евро. Наверное, да. Если у вас другое мнение, напишите в комментариях. И, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, чтобы вы могли смотреть больше наших путешествий, моих с Наташей, или же там, где я с гидами. Каждую неделю новое видео. Лайк, подписка и поделиться с друзьями. Там парень пошел с такой аппаратурой, с камерой, которая снимает панорамное видео, ну, Street View, которое вы видите там на гугле. Очень интересно работает. Гуляем дальше. Ну, настолько разнообразные, настолько много здесь всего интересного в исторической части Жироны. И знаете, визуально и очень чисто. Ну, вот, очень чисто. Приятно гулять. Эстетическое удовольствие получаешь. Скоро начнет расцветать магнолия. Цветочки будут распускаться. Я вот сейчас гуляю с вами, и опять прилетело предупреждение о сильных ветрах. Вроде как через 2 часа, 2,5 часа должна быть буря в Жироне. Но они вчера прилетали, такие предупреждения о том, что в полночь начнется буря в Барселоне и на всем побережье. Но так как Жирона немножко от побережья удалена, видимо, сюда эта буря не дошла. Смотрите, какой шикарный вид со стены. Вон там за горами море. И вот оттуда прилетит сейчас какой-нибудь, ну не сейчас, а через пару часов какой-то шторм сюда. Да, есть такое выражение бабочки в животе. Вот, находясь здесь, вот эти бабочки в животе начинают порхать. Еще несколько десятков ступеней, чтобы подняться выше. Мы, получается, обошли вот собор, вот так вот с той стороны, мы обошли, попали
в бане. Сейчас возвращаемся обратно, поднимаемся наверх, чтобы уже со стен, крепостных стен, посмотреть на старую Жирону. Ну, как-то старая Жирона не подходит на исторический центр Жироны, конечно же. А знаете, все идет к тому, что шторм будет, потому что ветер ого-го какой дует. Непредсказуемая зима. Ступенек здесь немерено какое-то количество. Поднимаешься, 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 поднимаешься и никак не поднимешься. Ну все, фу, друзья, вроде как поднялся. Мы с вами сейчас заходим в внутреннюю часть крепости. Называется портал де Сан-Кристофол. Это 14 век. Перемещаемся в 14 век. О, капелла де Сан-Кристофол. 14 век то же самое. Давайте. Видите, я как ускорился. Я стал быстрее говорить, быстрее ходить. Капелла де Сан-Кристофол. Походу здесь место, где бомжик тусит. Странно, конечно. Ну что ж, что есть, то есть. Видимо, бойницы были. Отсюда на нападающих скидывали горящие бочки с чем? Правильно, с какой-то горячей жидкостью, с мазутом. Видите, вот мы находимся сейчас на стене, и вот такой узенький проход. Два человека рядом не станут, только один за ним, если идти, тогда, собственно, можно перемещаться. Это вон там мы были внизу, вон та дорожка. О, тут еще шикарный вид сверху. Да. Вот, смотрите, друзья, это вид, ничего себе, это вид на собор с задней стороны. Смотрите, как интересное основание получается. Видите, сейчас я ближе подойду, как шестеренка. Так, спускаемся. Главное не грохнуться. Правильно? Главное не упасть во время путешествия в другой стране. Да и в своей тоже лучше не падать. Ух ты, смотрите, какое изображение лица мученика, когда человеку очень больно или страшно. Видите? О, мрак вообще. Эль Крит де ла Бруха. Знатоки испанского. Выйдите, постучитесь в комментариях, что значит Эль Крит де ла Бруха. О чем вообще это страшное кричащее лицо говорит. Тут ветер внутри стих, солнышко светит, и уже жарко становится. Вот, я подошел, смотрите. Видите, какое основание? Вот как. Блин, ну, готовые. Видите, готовое место для какого-то исторического фильма. Поэтому тут и снимали этот сериал. О. Бля, тут черти такие полезут. Не полезут. Черти тут не лезут. Тут пока что я с другими туристами лазю по стенам. Вот мы тут
Даже подошел поближе, смотрите, как близко можно их разглядеть. Видите? Ребята, вот сейчас мы с тьмы перейдем в свет, или наоборот, со света в мрак. И вы узнаете место, где тоже место из фильма «Игры престолов». Помните? Да, я думал, что помните. Это вот здесь все снималось. Ну не все, фрагменты какие-то. Ну, соответственно, и вот здесь. А мы пойдем наверх, вернемся на стену. Я надеюсь, эта дорога ведет до стены. И обойдем по кругу старый город. Да, вот мы вернулись наверх. И пойдем по кругу, обойдем с высоты стены, посмотрим. Туристы уставшие отдыхают. Находились, набродились. И все. Кидают кости свои, дабы отдохнуть. Видите? Там спит. А тут кайфует. Был, видимо, сад крепостной. Что ж, я думаю, мне тоже нужно отдохнуть. Бегаю. Силы восстановить нужно. Знаете, что сейчас до меня дошло? Что на территории вот, как бы музея, комплекса музея не купить воду. Ну, по крайней мере, я не нашел магазин, где можно было купить воду. Поэтому имейте это в виду, носите с собой воду и наслаждайтесь прогулкой по Жероне. Ну что ж, друзья, отдохнул минут 15 и пора двигать дальше. А здесь вообще находишься вот в этом саду, как будто в каком-то оазисе. Я представляю, как тут было круто в те времена, когда он был построен. Солнце, шапка. Вот. Потому что сейчас здесь здорово. А тогда было, наверное, по-царски, по-королевски здорово. А вы, кстати, знали, что в Жероне был типа правитель, который правил, ну как бы у него был титул Трантатам Жеронский. И этот титул переходил по наследству, как у короля Англии. Вот так вот. Ух ты, башенка, там люди поднимаются наверх. Интересно, с той башни только вниз, дорога нельзя там по стене дальше пройти. Что такое ощущение, что я пришел в тупик. А мне нужно вот туда. И смотрите, какая панорама отсюда. Вернулись панорама. Сейчас, я думаю, поднимемся наверх. Там панорама будет еще круче. Так, давайте, вот лестница. Вон там она. Да, видите, вот туда нам нужно. Сейчас поднимемся и посмотрим, что там есть. Голову надо держать, оберегать, иначе можем стукнуться. Ух ты ж. Здесь должна какая-то играть музыка торжественная. Вот
такой вот вид. Я думаю, этот вид достоин того, чтобы вы поставили лайк этому видео. С этой площадки, с башни, со смотровой площадки даже уходить не хочется. Настолько тут красивый вид. Ну, нас ждет Жирона, жиронские достопримечательности. Поэтому я хочу вам показать еще больше красивых уголков Жироны. Вот, вышли. Ну, это уже явно отреставрированный участок стены. Даже сомнений нет, вот такая вот кладка. И пока мы гуляем по стене, хочу вам рассказать одну такую историю. По преданию, в Жироне жила мажордома. А мажордома была двоюродной бабушкой святой Афры, которая сопровождала местного епископа во время его переезда в Жирону. Так вот, эта мажордома была женщиной в возрасте 100 лет. Она страдала ожирением, была самодовольной и любила посплетничать. Одним словом, обладала не самыми лучшими человеческими качествами. Кроме того, ее знали как известную повариху и знатока эзотерических искусств. Обычно она носила одежду ярких цветов и металлические кольца, и все это ради того, чтобы ее замечали прохожие. Навыки повара позволили мажордоме создать очень вкусные блюда, которые в сочетании с ее познаниями эзотерики частенько были причинами различных напастей. Говорят, что однажды, обидевшись на кого-то, она могла сделать так, чтобы все церкви Жироны моментом опустили и покрылись паутиной. Из-за неуважения к святому Нарциссу святой лишил женщину ее магической силы, после чего она стала посмешищем города. Стоит ли говорить, что мажордома не была в восторге от выходки святого? И еще более непонятно, почему именно ей случилось видение о мучениях и смерти святого Нарцисса и святого Феликса. И, казалось бы, бывшая колдунья должна была радоваться смерти неприятеля. Однако после того, как ее видение сбылось, изменилась и сама мажордома. Она стала вести более скромный образ жизни и посвятила себя помощи больным и беспомощным. Известный в каталонской кухне мятный суп, по легенде, тоже придумала мажордома незадолго до своей смерти. Кстати, место изготовления первого такого супа экстравагантная женщина тоже выбрала необычное – у дверей городского собора. После смерти мажордома местные жители были поражены, что такая необъятная по размерам женщина весила чуть меньше воробья. Смотрите, какой дом с раскраской, такой с акварелью на стенах. Видите? Сейчас я приближу немножко. Я такого не встречал еще в Жироне. Чтобы вот прямо на домах так было расписано. Первый дом такой. Друзья, мы спускаемся с крепостной стены исторического центра города Жирона, Каталония, Испания. Здесь, конечно, великолепный вид, обзорный вид на город. Вот, еще раз вам покажу, уже с меньшей высоты. Вот он. Возвращаемся. Куда? Правильно. Возвращаемся. Как говорится, спускаемся на землю, вниз. И пройдемся по бульвару в центре, торговый бульвар. Постараемся зайти в фан-шоп Жироны. Посмотрю, может быть, там есть еще какие-то интересные магазины. Поэтому гуляем по Жироне. Ой, смотрите, тут, оказывается, есть возле крепостной стены прям жилые дома, где люди живут. Я думал, здесь как-то либо учреждения государственные какие-то, музейные, либо нежилые. О, пожалуйста. Прям в сердце Жироны. Жирона. Красавица.
Когда вы пойдете гулять по стене крепостной, имейте в виду, что здесь, мне кажется, несколько километров протяженность, и не везде можно спуститься на землю. То есть, если вы встали на этот путь, то вы его пройти должны до конца. Еще один нюанс, о котором вы должны помнить, планируя прогулку по исторической части, в частности, когда вы пойдете на стену, что здесь нет туалетов. Я думаю, важный момент для путешественника. Вот путь Жероны заканчивается. Но это я имею в виду путь по стене. Вот смотрите, как он заканчивается. Вот здесь, получается, я спущусь вниз. И вон там уже выйдем ближе к современной части города. Видите уже какие дома. Вот, Жерона, она многогранная. Но согласитесь со мной, вы никогда, наверное, может, даже и не слышали это название этого города. А если слышали, может быть, по названию футбольного клуба Жерона, то вряд ли вы думали, что он настолько интересен. Я вам открою правду, секрет. 2 года назад я тоже не знал ничего про этот город, кроме названия футбольного клуба. Но как побывали здесь, мне очень понравился. И когда я начал вести YouTube канал с Наташей, у меня сидела мысль в голове, чуть больше года уже, как YouTube каналу, что я хочу съездить в Жерону. Я хочу снять выпуск про этот город. Я хочу его показать вам. Вот, собственно, мечты сбываются, хоть я и не Газпром. Поэтому, друзья, мечтайте, путешествуйте, наслаждайтесь миром. Он настолько многообразен, и он открывается совсем с другой стороны, даже там, где мы не ждали, что он откроется. И именно такие грани показывает. Удивительно. Но это не финал. Я гуляю по Жероне и показываю ее дальше. Вот, спустились со стены. Она осталась вот здесь. И вот она, Жерона, река. Там с той стороны уже получается Жерона современная. А здесь еще туристическая. Слушайте, велосипедных магазинов море. Море. Да, опять возвращаясь к теме велосипедов, Жерона считается, как оказалось, столицей, велосипедной столицей, именно велоспорт. Вон еще один поехал. Велоспортивной столицей Испании. Вот так вот. Ой, еще двое поехали. Удивительно, тут одни только спортсмены. Вот такие столики, кафешки. Очень уютно. Друзья, я проложил маршрут до Львицы. И это на самом деле Львица. Есть интересная история про нее и поговорка. Я ее расскажу вам, когда мы подойдем к ней. А идти до Львицы мы пойдем по Рамбле. Так называется это Рамбла де ла Либертад. Наверное, бульвар Свободы. Да, это то место, о котором я говорил, про бутики, про фан-шоп Жероны, кафе, рестораны. Все это здесь. Это место для прогулок как местных, так и приезжих. Вот, кстати, фан-шоп Жероны. Вот, он открыт. Футболки 80 евро
Надпись на футболку 5 евро. Да, это подешевле будет, чем у Барселоны. Ну и Жирона не Барселона, все же. Вот такой небольшой фан-шоп на Рамбле. Я постараюсь сегодня еще съездить на стадион, если хватит времени. Вот, то съездим на стадион, посмотрим стадион Жироны, команда, которая 2 года назад гремела просто в Ла Лиге. Вы все это помните, конечно же, кто интересуется испанским футболом. Вот, все, идем дальше. Рамбла. Место для прогулок. Это такой, чтобы можно было понять, Хрещатик для Киева, наверное, да, Арбат для Москвы. Ну и в каждом городе есть такие пешеходные зоны, где люди приходят погулять, себя показать, на других посмотреть. Здесь, в Жироне, это Рамбла. Мы на ней, кстати, уже были. Помните вот эти вот арки, о которых я вам говорил? Да, это все здесь. Друзья, перед вами Tutto Frutti. Это, наверное, такой культовый магазин мороженого в Жироне. Мороженое, которое сделано из йогурта. Его можно как хотите миксовать. Очень вкусное. Искренне рекомендую тем, кто любит сладости. На Рамбле находится. Приходите. Что по стоимости? Маленьких 2 кружка 3,50 евро, 2 больших 3,90 евро и 3 больших это 4,90 евро. А стаканчик, вот, пожалуйста, 3,50, 3,90, 4,90. Нормальные цены. Вполне. И рядом с йогуртами магазин, я думаю, он будет нравиться всем, кто любит фуэт, La Casa del Fuet. Давайте зайдем. Тут столько различных фуэт. Смотрите. Запах шикарный. Vale, ponemos uno de cebolla, uno de pimienta negra, uno de barbacoa en un pack y así lo tenéis todo preparado. No necesitan de veras ni plástico porque como pueden ver ya viene empapado de Una колбаска одна, una колбаска другая. И все. И вкусняшка у вас в сумке. Будете на Рамбле и захотите пить, и не захотите платить, пожалуйста. Здесь, ну, практически в тупике, можно так сказать, у вас рыбки с краником, попьете водичку, вот, все течет. Я попробую. Слушайте, ну, классная, мягкая вода. Вообще ничем не хуже, чем вы купите в бутылочке. Пока мы идем по Рамбле к львице, я вам расскажу небольшую историю. Скульптура с львицей, она известна еще с XI века, когда стояла на входе, точнее на въезде в Жирону. Но так как она была из известняка, то начала разрушаться, и оригинал перенесли в музей Жироны, в музей искусств на улице Кальдерес, рядом с церковью Сан-Фелио. А с 1986 года сделали копию и поставили ее для всеобщего обозрения. И вначале животное пугали с обезьяной. Вначале животное путали с обезьяной или волчицей из-за необычной позы. Она взбирается по колонии. И согласно легенде, прообразом львицы стала прирученная волчица, ну или львица, которая выла, предупреждая жителей Жироны о врагах или бедах, спасая город. И вот, друзья, видите, какая львица? Похожа на львицу. Вот. Вот эта львица, волчица, якобы оберегала, ну, посвящена той волчице, которая
выла, оберегая город во время опасности. И раньше ей гладили зад. Люди доставали и на удачу гладили зад. Потом сказали, что типа, ребят, мы вам сделаем скульптурку такую, доску, и гладьте ей. Но потом пришел ковид и вообще попросили, видите, не гладить никого. Ну вот сейчас парнишка, оп, на удачу. Да будет удача с тобой, брат. И существует на самом деле такая поговорка, не знаю, присказка. Сейчас я вам ее найду. Есть такая присказка, которая звучит таким образом. Какой же ты жиронец, брат, коль не целовал ты львицы зад. Ну, как-то так. Львица находится вот здесь, тоже в этом красивейшем месте. Видите, возле храма, в окружении красивых домов. И, конечно, тут шикарно посидеть в кафешке, попить кофе, съесть какой-нибудь испанский хамон и посмотреть за местными жителями и туристами. И здесь от Львицы мы с вами по мостику перейдем на другой берег реки. И я вам покажу совсем другую Жирону, где живут люди, район точнее, не живут, а Жирона для местных, не для туристов, с красивыми домами, не менее красивыми, скажем так, домами, чем исторические. Посмотрите, какая красота. Вот она, деловой центр Жироны. Тоже отлично, вообще чисто. Удивительно для меня, что в Испании есть чистый город. Потому что до этого в тех городах испанских, в которых я был, ну, с чистотой были проблемы. Жирона город, где очень развиты галереи. И вот одна из них в центре. Классные работы. Внутрь не пойдем, потому что не будем отвлекать местных сотрудников пустопорожней болтовней на нецелевого, как говорится, посетителя. Только от одной отошел, вот уже соседняя галерея. Я уверен, что это не последняя, которая встретится на моем пути. Что мне нравится еще в Жироне, это пока то, что я вижу, хорошая инфраструктура для пешеходов, для велосипедистов, много дорожек и широкие тротуары. По крайней мере, в центральной части. Не в центральной, старый город, а в новом городе и его центральной части. Как рассказывают местные, Жирона стала грязным городом в этом году, потому что у них провели, так сказать, реформу мусоросбора. Вот видите, за моей спиной стоят контейнеры, и доступ к этим контейнерам только по карточкам. Соответственно, у оккупасов, которые здесь живут, оккупасы — это те люди, которые захватывают, собственно, жилые помещения незаконно. У них, соответственно, этих карточек нет, и они выносят мусор под контейнеры, просто бросают. Но я второй день в Жироне, получается, и мне не кажется, что она грязная. Может быть, просто что-то поменялось в этом городе за ночь, не знаю. Ну, короче, доступ к контейнерам для выброса мусора только по карточкам. У кого есть, то бросают в него, а у кого нет, тот мусор бросают рядом.
А вы спросите, а нафига они это сделали? А вот тут, мне кажется, ответ такой, что ведется учет выброшенного мусора. И потом, я могу ошибаться, и потом на основании этого учета выставляются счета за уборку мусора. Наверное, так. Напишите в комментариях, если это не так, а может быть совсем другая причина введения такого принципа выброса коммунальных отходов. Будет интересно всем. Жирона современная, она состоит в том числе из таких вот домов многоэтажных и вот таких, пожалуйста. Но я сейчас хочу вам показать совсем другой район. Он мне почему-то напоминает какие-то ассоциации с Алжиром, наверное. Такие маленькие двухэтажные домики, ну не маленькие, просто двухэтажные домики. Очень комфортные и эстетически приятные. Вот они буквально там за заборчиком находятся. Сейчас я к ним подойду. Вот, собственно, тот район, о котором я вам говорил. Как видите, такие домики, 2 этажа максимум, с приусадебными участками. Очень тихий, уютный район. Мне прям очень он зашел. Честно говоря, вот в таком районе было бы здорово жить. Особенностью, как вы видите, первых этажей это наличие решеток на окнах. Как говорят, с преступностью здесь более-менее нормально в дневное время года, а вот вечером арабы и их товарищи тут могут быть с ними неприятности. Точнее, если поздно вечером будете гулять, то можете их встретить и остаться без каких-либо драгоценностей. Так вот, что я хотел поприметить. Жирона, город небольшой, в нем порядка 100 тысяч человек, чуть больше живет. Очень уютно. Мне, по крайней мере, в этом городе комфортно. Вот. А район этот называется Carreira de la Mare de Deo del Monte. Извините за мой испанский. Вот, собственно, люди, благодаря которым тут чисто. Еще одно уютное место – Плаца де ла Сомчо. Мой испанский супер произношение. Очень, смотрите, ряды, видите, как будто они из Италии, итальянские такие. Вот мы были в Болоне, да, в Пизе, вот много таких рядов. Правда, там арка была совсем другая, здесь прямоугольная. Сидят люди, пьют чаек, кофеек. Здесь же церковь, детская площадка. Абсолютно ощущение уюта. Когда зимой из-за мороза переезжаешь в Испанию, тут тепло, ярко, солнечно, улыбка с лица вообще не сходит. Наверное, поэтому ощущается совсем по-другому. Вообще в теплых странах ощущение жизни совсем другое, чем в странах с пасмурным климатом. Ну, какая же Жирона, точнее, как показать Жирону без футбольного клуба Жирона, без его стадиона. Поэтому я приехал сюда, не знаю, что мы здесь увидим, но вот фан-клуб, фан-шоп Жироны. Посмотрим, если тут что-то
краем глаза посмотреть на стадион. Вот, собственно, что можно посмотреть, да, это вход, и он закрыт. Ну, ясно, он откроется, когда будет какой-то матч. Не знаю, пройдемся дальше. 5-я трибуна, сектор АБ написано. Краешком глазика так вот посмотреть на стадик. Ну, краешком глазика можно посмотреть на трибуну. Ну, вот как-то так. Жирона в этом году не блещет в чемпионате Испании. Звездный час их был 2 года назад. Ну, что есть, жизнь такая штука, что не всегда ты звезда и герой. Не, ну герой ты может быть всегда, но результата добиваться не всегда. Вот. Жирона или Гирона FC. Сам стадион находится на окраине города, рядом с Жиронским университетом. Вот, и тут такое интересное место с точки зрения проживания. Много парков и частный сектор. Вот, и как бы, наверное, одна из самых дорогих зон, точнее, районов города с точки зрения недвижимости. Вот видите, кампус де Монтиливи, резиденция университета. Как-то так стадик посмотрели немножко. Вон там вдалеке телевизионная вышка. Вот это получается перед нами белое здание. И сейчас за контейнера выйду. Вон там здание правее. Это уже университет. Друзья, вот и подошла к концу наша прогулка. Хотел сказать поездка. Прогулка по городу Жирона, Каталония, Испания. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки. Вот он, ветер, короче, начался. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с Наташей стараюсь каждую неделю делать новые выпуски из разных стран, из разных городов. И ваша поддержка нам будет очень и очень кстати. Чао, какао и хорошего дня, мира и любви. Пока.